Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте, с вами Сварог. Отдельно передаю привет и пацанам, которые сидят на РУ-1 и не срутся в чате. Ну и, конечно же, АВ4 канал. Ну, а сегодня мы будем с вами обсуждать, как происходит сортировка снаряжения после фарма, какие шмотки я оставляю, а какие я продаю. Первым делом выделяем скрыть улучшенное, чтобы мы случайно не продали то, что у нас уже было. Ну и давайте, у меня сегодня был небольшой заход на второй рейд. Я выбил порядка 150 единиц бижутерии, но, к сожалению, осталось у меня после захода всего лишь 15 штучек. Ну давайте пробежимся по сетам, что и где оставлять. Начнем мы с сета прилива сил. Сет, в принципе, больше подходит для хилов, потому что у него есть бонус увеличения исцеления на 25%. В принципе, неплохо, но этот сет больше подходит именно для хилов. Но из-за такого момента, что при выставлении перса в полном собранном приливе сил идет увеличение атаки у героя и у одного рандомного перса, который находится в радиусе у героя, которого мы выставляем. Поэтому этот сет подойдет еще и для персов, которые гоняют брелками, либо лидерами, которые не используются на клан-боссе, либо где-то еще, чтобы просто забустить атаку нашего перса, который будет наносить урон. И по допам, если это просто брелок, то там не важно что, главное собрать сет, его даже можно не точить, просто поставить перса, и он апнет атаку в ранге действия нашему герою. А если это хил, то нужно уже смотреть по качеству и нужности хила. Если это Вортекс или другой перс, который лечит от хп, то нам не нужно восстановление ярости, нам нужно в мейн стате либо процент хп, на крайний случай эффект исцеления. А в допах нам нужны, соответственно, эффект исцеления, подойдет скорость атаки, ну и подойдет, например, то же самое хпшка, либо реген ярости. А такая шмоточка, как вот вы сейчас видите на своих экранах, у меня пойдет на Hello, потому что Фолке нужна восстановление ярости личное, чтобы она чаще ультила и чаще заливала ярость другим героям, которые находятся в зоне ее охвата. Ну и плюс, чтобы она еще и могла нормально лечить, эффект исцеления, скорость атаки, потому что скорость атаки увеличивает интервал, с которым перс начинает лечить наших героев. Ну и атака, пускай даже плоская, тоже подойдет, потому что атака увеличит сам хил. Шмотки на процент защиты в мейн стате у прилива сил подойдут для персов, которые хиляют, например, от защиты, как та же самая Мериэль, потому что она гибридный герой, и у нее основная специализация танк, но плюс она может лечить и ультой, и пассивками, и на пробудах, поэтому прилив сил ей, в принципе, подойдет, с условием, что у нас будет бонус защиты в мейн стате, чтобы она не схлопывалась с одного-двух ударов. По дамажным сетам что мы смотрим? Во-первых, полезный мейн стат, такие как бонус атаки, крит урон. Это основные мейн-статы, которые мы смотрим в наших сетах. Есть исключения, можно искать на старте игры, когда у нас только начинается фармиться миф бижа, и мы случайно выбиваем браслетик на крит шанс, то окей, хорошо, его можно значить, даже если там нету допов. Но потом уже в любом случае, по крайней мере я для себя взял за основу, что любой шмот для ДД у меня должен быть с крит шансом в допах, а мейнстат должен быть атакующий. На крайняк может подойти еще и скорость атаки, потому что после недавнего баланса амулетов скоростью атаки она увеличилась с 100-120 при фулл заточке до 200, а у шмота с 19 плюс рейдов амулеты дают 220 плюса к скорости атаки. И по моему Салазару, который имеет скорости 500 с копейками, если я ему одеваю дамажный какой-то шмот на амулет вместо скорости атаки, то у него интервал атаки падает с 1,2 секунды до 1,8 секунды. То есть на треть он начинает медленнее бить, а Салазар у меня в основном должен наносить по боссу не только урон, но и вешать кровь. И, соответственно, чем чаще он лупит по боссу, тем больше будет висеть крови, тем чаще она будет не пропадать с босса, и тем больше будут наносить мои другие персы, которые имеют на себе артефакт Алая Охота. По поводу сета ледника, кстати, обычно я ищу, помимо того, чтобы в мейн стате у меня был дамажный стат, атака, либо крит урон. В допах, помимо крит шанса, у меня должна быть, соответственно, либо крит урон, либо бонус к атаке в процентах, чтобы перс наносил больше урона. Если нам выпадает, например, крит шанс и выпало восстановление ярости и скорость атаки, то тоже два этих допа могут заменить, предположим, в моем понимании, там те же самые 20% атаки. А так как это сет ледник, когда мы при полной сборке при выставлении героя будем получать еще бонус к атаке в размере 6% от максимальной хпшки цели, то бонус к хп в допах
тоже прекрасно смотрится именно в леднике. В идеале шмотка должна выглядеть все-таки как-то так, чтобы у нас был дамажный мейнстат, крит шанс, процент к атаке, если у нас здесь крит урон, и скорость атаки тоже прекрасно. Если бы еще здесь вместо ОЗ было реген ярости, я был бы просто счастлив. Также есть исключения, например, как сеты для хилов, либо для саппортов. Для большей части саппортов нам не важно, какой сет на нем одет, главное, чтобы сап был быстрый, потому что у саппортов чаще всего у нас либо эхо заклинателя, либо сансара кошмара, и с регеном ярости, поэтому колечки с мейнстатом на реген ярости я оставляю. С условием того, что у нас здесь есть доп на скорость атаки, даже если я это не одену на хила, то если у меня скорость атаки прокнет, то это будет шикарная шмотка для той же Лорел, потому что мне от нее нужен реген ярости, хотя бы в первую постановку, чтобы она дожила до того момента, когда все персы активируют ульту свою, либо тому же Пиросу, но Пиросу, конечно же, помимо того, что он у меня должен 2 раза атаковать в момент ульты Зелиты, ему подойдет, конечно же, более дамажная шмотка, где-нибудь там с допами на крит шанс, какую-нибудь атаку, либо крит урон. Но в любом случае, даже если у нас этого всего нет, то прокнувшая хорошо скорость атаки при условии, что на Пиросе у нас одета сансара кошмара, которая увеличивает реген ярости за количество тычек, которые он наносит, тоже будет прекрасно смотреться. Отдельная история про сеты для хилов, который падает у нас с 3-го рейда, и капля, которая падает со 2-го рейда. Но по поводу именно хилов. У нас есть хилы, которые лечат от атаки, есть хилы, которые лечат от хпшек. Поэтому, например, тому же Вортексу подойдет и эффект исцеления в мейнстате. Скорость атаки ему тоже нужна, потому что при скорости свыше 300 у него интервал лечения будет от 2 секунд и меньше. То есть при моей скорости в 400 он хиляет одну цель с интервалом 1,6 секунды, что в принципе неплохо. И, конечно же, эффект исцеления тоже играет свою немаловажную роль. Но опять-таки, поднимать его выше 150 не особо рентабельно, но так как у меня не было других меняемых шмоток, то вот, что мы на нем и видим. Конечно же, ему подойдет мейн стат на хпшку, в допах скорость, в допах хпшка, в допах эффект исцеления будет просто прекрасно. Примерно то же самое происходит и с хилами, которые лечат от атаки, но только мы меняем хпшку на атаку. Что можно сказать по шмоту с 1-го рейда? Какие шмотки оставлять? Конечно же, в дамажных сетах мы должны искать как минимум шанс крита и 1 дамажный стат, лучше 2. Крит урон, либо атака в процентах, это хорошо. Крит шанс обязательно, в моем понимании, должен быть у шмота. Без крит шанса я шмот, в принципе, сразу продаю, потому что он мне не уперся. Потому что я не смогу добить full 100% крит шанс, если у меня на всех 5 шмотках его не будет. Потому что очень редко крит шанс прокает свыше 25% при заточке, поэтому приходится изгаляться. И у нас очень мало персов, которые имеют крит шанс сразу плюс какой-то в основе своей, ну, кроме гнева, который получает его на пробудах, и краха, который, по-моему, получает его от таланта, если не ошибаюсь. Есть исключения, сеты на хилов, тот же спасение, например. Здесь мы уже должны искать не дамажные сеты, а сеты именно самого хила, такие как эффект исцеления. Если хил лечит от атаки, то бонус к атаке, если хил лечит от хпшки, то бонус к хпшке. Но эффект исцеления тоже должен здесь присутствовать, чтобы допами его добирать. А в оружии еще параллельно с этим для хилов мы будем желательно искать не только эффект исцеления, но еще и скорость атаки, чтобы наш хил хилил быстрее. По поводу сетов, которые дают нам к хпшкам, либо к защите. Что можно сказать? Тут тоже неоднозначно. Если мы используем сет хпшкам для танка, то нам нужны в допах, конечно, защита и само хп. А если это будет какой-то дамажный танк, либо дамажный перс, которым мы бустим хпшки, потому что, например, как той же мерзости одели ледник на бижутерию, то нам нужны уже атакующие статы, то есть как минимум крит шанс, атака, либо крит урон. Вот, например, такой мы оставляем для той же мерзости, потому что имеем бонус к хп и имеем атакующие допы и бонус к здоровью, который нам даст еще от ледника плюс к атаке. А если это будет танк, то нам прекрасно подойдет такая шмоточка, бонус к защите, бонус к здоровью, просто защита. Но опять-таки, если мы берем атакующего танка, как, например, Риф или Торадор, то тут уже нужны даже не защитные сеты, а атакующие, как тоже бедствие, например, либо дикая мощь, если там интересно стрельнуло, потому что нам нужно носить этими танками больше
больше урона, и само ХП не особо будет влиять. Ну, собираем танков, то есть как ДД. За исключением есть пару у нас героев, которые бьют от своей защиты, поэтому в этих моментах весь шмот, который мы этим героем собираем, представляем, что собираем ДД, только все статы на атаку процент заменяем на защиту процент. И все. Таким образом мы собираем танка-дамагера, который бьет от защиты. Ну и также пару слов про сет стража. Конечно же, желательно в основе иметь, в моем представлении, 2 шмотки на процент защиты, 1 шмотку на процент к здоровью. В мейн-стате и в допах, соответственно, иметь защиту, хпшки, можно чуть-чуть регена ярости, но в сете стража мы не ищем атакующих допов, потому что полный сет нам дает просто уменьшение получаемого урона на 15%, вследствие чего, даже если мы соберем здесь дамажный стат, весь, который только можно придумать для дамагера, то танк не получит бонуса, например, как у того же ночного ужаса, когда мы будем наносить на 25% больше урона после крита, а просто будем опять-таки получать меньше урона. Соответственно, делать гибридный сет стража вместе с атакующим не рентабельно, потому что мы не будем максимально выжимать урон, который хотим собрать. А на этом все. С вами был Сварог. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!